Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что ей не дает покоя до сих пор? Настраивайтесь на женщину, загадывайте определенную женщину, которая вас, может быть, все еще интересует. Настраивайтесь на расклад. Как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим. Какой вы человек, что же сейчас проиграется в вашей жизни, в вашей жизни? Вот сразу же, знаете, вот идет такая мне информация, что предательство из-за женщины. Предательство, причем очень сильное, которое вогнало вас, ну, в какой-то ступор, я бы сказала. На какой-то период вас как будто вот отключило вообще от всей какой-то жизни, от светской жизни, да, от социальной жизни, когда вот человек лежит, депрессует, может быть, смотрит в одну точку, либо же не просто лежит, а настолько вот выключаются все чувства, эмоции, все какие-то хотелки. Знаете, вот бывает такое состояние, когда ощущение, что внутри у тебя вообще пусто, что нет ни эмоций, нет чувств, вот просто как будто вот выжженное поле. Как будто вот, ну, ты как робот ходишь, да, дом, работа, вот про сон я вообще молчу, когда не хочется ни есть, ни пить, ни спать, да, ну то есть у вас такой период был, вы пережили этот период, сейчас он у вас либо же закончился, либо уже какой-то период длится, да, немного полегче становится, но все-таки осадок еще остался. Женщина, которая сделала вам больно, знаете, вот она такая почему-то мне напоминает, ну, самоуверенную красотку, да, вот, которая знает себе цену, у которой самооценка просто зашкаливает. Знаете, вот у нее может быть такое отношение к людям, как будто вот вы все мои рабы, а я такая королева. Ну, я немного утрирую, понятное дело. Но как-то вот она к людям относится, знаете, как будто вот реально она где-то там на небесах, а вы здесь никто и ничто, да, вот она людей может и словом, и взглядом вот опустить ниже плинтуса, какое-то вот, ну, свинское отношение может быть. Знаете, вот есть люди, которые, допустим, вот даже на работе ровно относятся абсолютно ко всем, что к начальнику, что к уборщице, к дворнику, да, ко всем относятся уважительно, да, ну, по крайней мере, я так точно отношусь тоже. Как-то вот ровно, потому что все это люди, да, пусть там другая профессия, пусть человек ниже по социальному статусу, ну это так сложилось у человека, да, но это тоже живой человек, я считаю, его нужно уважать как-то тоже. А есть такие люди, которые считают, что вот если вы ниже меня статусом, и если вы не такой богатый, если вы там дворник, уборщица или работяга какой-то, значит вы никто, ничто, да. Ну, то есть не может такого быть, не должно быть такого отношения. Но эта женщина, которая вот проигрывается здесь, она вот именно как-то так к людям относится, вот, ну, совсем уж неуважительно. Она плюс еще такая вот большая любительница где-то приврать. Она, знаете, вот приврет, а потом смотрит на реакцию человека. Получилось, не получилось, да, вот как-то как будто со стороны наблюдает. Стоит ли врать дальше, либо же выкручиваться. Она любит быть вообще победительницей по жизни, очень активная такая дама. Ну, она, в общем, по жизни живет, знаете, как будто у нее две жизни было. Вот когда она с вами жила, я уже немного углубилась, конечно, уж простите, углубилась в ваше прошлое, то, что вы вот пережили. Ну, очень много информации просто мне идет, но я не могу не поделиться с вами. Вот как-то она, знаете, жила как будто бы вот на два фронта. Она жила как будто, знаете, вот как раз двойные личности есть. Ну вот как будто двумя жизнями жила, да, вот с одними людьми она была вот определенной манере общения, с другими же людьми она совершенно по-другому себя вела.
Вот кому-то она, может быть, кто-то ей был выгодней, да, кто-то, может быть, ей больше денег давал, там еще какие-то проблемы решал. Она вот готова была плясать какое-то время, да, пока ей выгодно на задних лапках. С другими же людьми, с которыми, ну, ей выгоды особой не было, с которыми, ну, в принципе, ну, пообщаешься и все, и нечего взять. То есть с теми, да, с теми она начинала уже включать королеву. То с вами, я могу сказать, эта женщина, она поначалу не была такой уж королевой. Она начала борзеть, я бы сказала, вот со временем. Плюс еще вот ваше баловство, вот вы ее разбаловали. Вот сейчас как-то, знаете, что самое интересное, я начала, да, вроде бы хотела о вас, но почему-то вот именно пришла именно вот эта женщина, я думаю, о которой мы сегодня и будем говорить, потому что именно ей что-то не дает покоя. Я так понимаю, что это ваша бывшая пришла к нам на расклад сегодня. Давайте-ка посмотрим, что же ей не дает покоя все-таки. Так. Ей не дает покоя ее материальное положение, которое сейчас стало не таким, каким было при вас. Плюс личная жизнь не дает ей покоя. Она вот сейчас, знаете, как будто она спустилась на низ, вот как будто бумеранг по ней ударил. У нее нет сейчас того достатка. Она сейчас вынуждена больше сама зарабатывать деньги. Она вынуждена, ну, пахать больше, я бы сказала, потому что она ждет опытного, надежного, сильного мужчину, но его нет. Она хочет любви с этим мужчиной, его нет. Она привыкла быть в полном шоколаде, да, вот как я сказала. И почему-то вот, ну, не встречаются ей в последнее время такие мужчины. Это очень сильно ее расстраивает, да, вот эта мысль не дает ей покоя. Как это? Она была такая вся звезда, она была вся из себя. Вы ее кружили, все ее хотелки, вот как джин из бутылки, да, все воплощали в жизнь. А сейчас вдруг этого нет. Так, что же она думает по этому поводу и что будет дальше? Ей тяжело, я вам скажу. Вот она привыкла быть победительницей, да, по жизни. Вот особенно если вот дети у кого есть, то ей тяжело самой тянуть детей. Ей, в принципе, даже подружки как-то вот нашептывают, найди себе мужчину, ищи вот обеспеченного, но сердце у нее разбито. Разбито тем, что она никому сейчас не нужна вот из мужчин. Я вот не вижу у нее личной жизни. Да, может быть, раньше она сверкала, порхала, сейчас этого нет. Но на людях, я вам скажу, она продолжает красоваться. Она этого не показывает. Об этом знают ее очень тесный, очень круг, ну, очень узкий круг общения. Может быть, это только ближайшие подруги, плюс там родственники, да, ну, то есть люди, которым она может, ну, на 100% доверять. Вам она точно об этом не скажет, как ей плохо. Так, давайте-ка посмотрим, что же будет дальше проигрываться в ее жизни. Исправится ли ее ситуация. Вот она надеется очень четко, да, вот она надеется на новую любовь. Вот она хочет новую любовь. Она причем вспомнила даже ваши с ней отношения. Она вспомнила, как когда-то было хорошо, когда вы ее баловали, когда вы все ей покупали, что она хотела. Ну или, по крайней мере, вы старались это купить, потому что это любимая женщина, да, вы старались, ну, из кожи вон лезли, чтобы как-то вот хотелки ее удовлетворить. Она очень сильно сейчас вот нуждается даже в какой-то поддержке. Ну, поддержка в виде подруг у нее есть, конечно, но вот именно в мужской поддержке, финансовой, да, вот именно со стороны мужчины. У нее этого нету. Ее очень сильно это расстраивает, и у нее даже периодически вот закрадываются мысли, а что было бы, если бы вот вы не расстались, да? А что было бы, если бы вы сошлись заново?
Смогли бы вы снова построить отношения? Ну, то есть она, вот знаете, рассматривает в голове разные такие вот моменты, разные варианты. Если бы да кабы. Вот ей хочется снова почувствовать себя любимой. Она не чувствует этого. У нее какой-то вот сейчас кризисный момент вообще в жизни происходит, потому что вот как в начале расклада я говорила, она привыкла красоваться, она привыкла манипулировать, в чем-то даже управлять людьми, да, вот все должны какие-то ее хотелки исполнять, вот вокруг нее все вот это все кружиться и вертеться и преклоняться все должны. Сейчас этого нет. Очень сильно это и не дает покоя, при том, что она даже не знает, как выйти из этой ситуации. Да, вот у нее есть какие-то желания, мысли, вот и вас она вспоминает, да, вот она надеется на новую любовь, она надеется на мужчину довольно обеспеченного, но этого пока нет. И вот сейчас у нее, знаете, какое-то вот, ну, сродни, наверное, депрессивному состоянию. Так, что еще нам расскажет Таро? Да, вот она готова, вот знаете, если бы появился новый человек, который будет ее любить, который будет вкладываться деньгами, там все ее хотелки ублажать. Вот она бы, да, вот она бы сыграла в любовь. Вот сыграла бы такую верную, надежную, любящую. Она бы снова чувствовала себя на коне. Но опять же, она бы, вот я вам скажу, если бы даже у нее появились новые отношения, мужчина, который бы там по-настоящему ее полюбил, она бы через какое-то время снова показала бы свое истинное лицо. Вот то, что она делала с вами, да, так как она могла, допустим, унизить, накричать там, ну, то есть все вот эти неприятные моменты, да, не хочу перечислять даже. Когда мужчину унижают, когда бьют по самооценке, да, вот это как бы двойной удар для мужчины, она этим не будет и дальше брезговать, да, вот. Если у нее и появятся отношения, я просто как бы на перспективу смотрю, вот она не изменится абсолютно. Она снова покажет все свои зубки. Она снова всеми правдами и неправдами заставит мужчину, который вот снова будет как верный пес, да, вот который будет ее любить. Она заставит снова вкладываться в нее, да, вот она включит великую актрису, которой она является по жизни. И человек снова будет точно так же, вот как вы, да, вот как влюбленный такой джигит, будет вкладываться в нее. Но это я просто вам как бы на перспективу говорю, пока я мужчины у нее не вижу. Просто я вижу, что если бы такой мужчина появился, да, то она бы точно так себя вела, вот такой же, по такой модели, как с вами. И никакого толку с этих отношений бы не было, потому что ну, ни один мужчина не будет терпеть, когда его постоянно унижают, когда его постоянно, там, я не знаю, оскорбляют, выносят мозг по поводу и без повода. Ну, то есть это ненадолго. Но вот именно вот эта проблема, финансы и проблема личной жизни, она реально сейчас не дает ей покоя. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!